Здравствуйте, друзья! И сегодняшний выпуск на канал Masters of Body посвящен нашим прекрасным женщинам в канун известного праздника 8 марта. Некоторые его отмечают, некоторые не отмечают. И сегодня у нас в гостях Даша. Даша хочет вас поздравить, дорогие женщины. Хочу пожелать самое главное мира в нашей стране, здоровья и всем спорта, красивого тела. И сегодня мы позвали именно Дашу, потому что именно наша команда Masters of Body, считает этого человека очень перспективным тренером, очень перспективным, очень молодым, очень толковым, именно, как то кажуть, на теренах нашего міста. Мы давно за ней наблюдаем. Даша обладает незаурядным спортивным интеллектом, поэтому очень-очень качественно и хорошо тренируется. И мы уверены, дорогие женщины, девушки и девочки, что та тренировка, которую сегодня Даша вам покажет, будет вам очень полезна, понравится и приведет также вас к хорошим результатам. Теперь, друзья, перед началом нашей тренировки немножко с Дашей познакомимся. Даш, сколько тебе лет? 22 года, друзья, и это уже о чем-то говорит. Человек работает тренером и достаточно, как сказать, востребован, как минимум, среди женской публики. А сколько лет тренируешься сама лично, твой опыт спортивный? 10 уже. То есть с 12 лет, ну, в принципе, как все нормальные люди, начинают заниматься спортом, да. И, я так понимаю, хобби переросло немножечко в профессиональную деятельность. Но я знаю, это не твоя, не основная работа, правильно? А где ты учишься? В IT-компании. Еще и учишься? На юриста. На юриста, коллеги. Вот, я тоже учился на юриста. То есть, обратите внимание, человек учится, работает на двух работах 22 года. Хотя, как показывает практика, человек с такой внешностью мог вообще не работать. Но, Конечно. то есть, думайте сами. Итак, что ты нам сегодня покажешь за тренировку? Да, молодец, правильно, надо об этом помнить. Что мы сегодня покачаем с тобой? Тренировка с акцентом на ягодицы, на низ. В общем, то, что женщины больше всего хотят, любят, и по этому поводу нам чаще всего задают вопросы, и не всегда нашему мнению, даже как экспертно-авторитетному, верят. Ну, поэтому покажем вам человека. Говорить о ее фигуре больше ничего не нужно. Все, как говорится, налицо. И поэтому поехали.
Так, разминка закончена. С чего начинаем основную часть? Основная часть первого упражнения у нас будет с резинкой, у нас сейчас будут прыжки. Мгм. Проще будет показать, чем рассказать. Понял. Начинаем. Выпрыгиваем вместе с резинкой наверх в потолок. В момент, когда мы садимся, стопа у нас развернута в диагональ и стараемся немножечко развернуть колени в сторону. Как это выглядит? Все время дышим, выдох через рот. Покажу вид сбоку. Максимально садимся вниз, выпрыгиваем с выдохом. Таких 20 раз. Второе упражнение. Мы остаемся внизу в приседе. Стопы у нас развернуты в диагональ. Мы меняем положение стопы. Разворот прямо, диагональ, прямо, диагональ. Пружиним максимально вниз, насколько нам позволяет ягодица. Таких разворотов тоже 20. В конце мы остаемся с разворотом в диагональ. Пружинка вниз 20 раз. 20 держим статику. Меняем положение прямо. Точно так же пружинка вниз и 20 держим статику. Хороший акцент на переднюю поверхность бедра. Очень сильно должно печь и жечь. Для третьего упражнения нам нужна стенка. Резинка остается вверху коленей. Мы садимся в стульчик. Колени у нас 90 градусов, садимся как будто бы на стул. Держимся за стенку. Первое упражнение. Мы разводим колени в сторону, широко, сильно растягивая резинку. 20. 20. Широко развелись, стоим в статике, держим. Держим, держим, держим. После этого третье у нас короткая пружинка коленочками врозь. Тоже 20. После этого мы поднимаемся на носочки. Вниз, вверх, вниз, вверх. Тоже 20 раз остаемся в таком же положении стульчика. После этого остаемся наверху, на носочках. Развели широко. Точно так же, как и в первых трех. Постояли. Короткая пружинка. Еще раз, пожалуйста, покажи. Обратите внимание, друзья, сразу на положение спины Даши. Для чего это сделано? Она изначально в исходном положении задает угол растяжения ягодичной мышцы. То есть постоянно, какие бы вы ни делали пружинки, да, Даш, приседания, у вас ягодичная уже находится задействована в работе. И так будет дальше. Каждый раз постоянно маленький нюанс. Я прав? Да. Да. Для следующего упражнения нам нужно какое-то утяжеление, либо это гирька, либо гантеля, либо если вы занимаетесь дома, бутылка с водой, не знаю, все, что у вас есть, собака, ребенок, берите что угодно. У нас сейчас будет выпад реверанс боковой. Вы поднимаетесь, отставляете заднюю ножку немножечко назад, колено обязательно присогнуто, опорной ножки, и опускание вниз. Таких 20 раз, один раз у нас считается выпад, тяга вниз. Это у нас раз. Поехали. Колено до конца не разгибается ни в первом, ни во втором. Друзья, хочу обратить ваше внимание именно на это упражнение. Сама по себе техника такого выпада является немножко рискованной для коленного сустава. Поэтому, как вы уже заметили, Дарья сделала очень хорошую, тщательную разминку, разогрела колени и только после этого переходит к таким сложно-координационным, амплитудным упражнениям. Ошибочно будет сразу начинать тренировку без разминки, без разогрева, с подобных движений. На это коленный сустав может отреагировать крайне отрицательно. Поэтому не забываем последовательность, уделяем разминке и растяжке большое внимание. Для следующего упражнения исходная позиция у нас. Ножки широко. Работаем сначала на правую, потом на левую ножку. Мы берем гирьку, можно двумя, можно одной ручкой, как удобно. У нас будет боковой выпад. Боковой выпад и присед. Сначала на правую, потом на левую ножку. Просто вниз-вверх, максимально садимся вниз. Растягиваем ягодицу, заднюю поверхность бедра. Вниз-вверх, таких 20 раз. После этого мы садимся, пружинка 20. Коротенькая амплитуда, вниз-вверх. И 20 мы держим статику.
По желанию можно добавить момент статики. Тягиваю рукой наверх с глубоким выдохом. Друзья, обратите внимание на постановку стоп у Даши. Две стопы находятся параллельно, особенно рабочая нога смотрит носочком в зеркало. Если вы будете разворачивать носок наружу, то есть от себя в сторону, это уже будет совершенно другой эффект и другое, можно сказать, упражнение. Это очень важный элемент. Даша, я прав? Да, абсолютно. После этого можно сделать передых. Если хватает сил, можно начинать сразу же на вторую ножку. Если нужно, можно передохнуть, отдышаться. Точно так же на другую ножку. Вниз-вверх. Внизу пружинка. И сидим, держим. По желанию можно добавить ручку. Также в этом положении, обратите внимание, колено смотрит вперед. Согнутое колено. Не в сторону, а вперед. Для следующего упражнения нам нужен гриф. Вес выбираете сами по своим силам и ощущениям. У нас сейчас будет румынская тяга. Будем хорошо растягивать заднюю поверхность бедра, ягодицу. Покажу, как это выглядит. Ножки где-то на ширине плеч приблизительно. Опускаемся, растягиваем заднюю поверхность бедра. Коленочки чуть-чуть присогнуты, до конца они не разгибаются. Медленное опускание, поднимание наверх. Это я вам показала классический вариант. В своих тренировках я иногда использую дополнительно резинку. Покажу, как это выглядит. Резиночка выше колена. Натянуть ее, растянуть. Берете гриф, продолжайте делать все то же самое. Наверху можно зажать ягодицу. Обязательно дышим. Так, Даш, хотел как раз, вот давно у нас эта тема назревала, резинки или железо. Часто в YouTube-сообществах мелькают такие заголовки громкие. Резинки, набор, заменят вам тренажерный зал, железо. Вот что ты лично скажешь по поводу, ты их активно вроде бы используешь, но и железо используешь. Плюсы, минусы, приоритеты. Может ли резинка заменить тебе тренинг с отягощениями или это все-таки дополнение? Твое мнение? Мое мнение, что это дополнение к весу, хорошая разминка, скажем так, взбодрит так мышцы хорошо. То есть либо размяться, Либо размяться либо с ней, либо дополнить. разогреться, либо дополнить какое-то упражнение, но не заменить. но не вместо. То есть, девушки, слушая мнение авторитетного специалиста, который добился видимых результатов в своем творчестве, так сказать. Поэтому, кто боится железа, это И большая-большая перекачать вот такие ошибка. ноги. Если вы боитесь перекачать, поверьте, да, это не просто сделать, даже когда человек чуть ли не... Сколько ты раз в неделю тренируешь нижнюю часть тела? 4. 4 раза в неделю девчонка тренирует нижнюю часть тела. Вы видите у нее перекачанные ноги. При этом я свидетель, она работает и с гирями, и со штангами, и с гантелями. И в комплексе, да, добавляет, покажи квадр. Видите, вполне себе нормальные стройные ножки. Поэтому этот миф ни в коем случае не надо культивировать в своей голове. Используйте все разнообразие, которое вам доступно в тренажерном зале, в домашних условиях, в студиях, где вы тренируетесь, в студиях групповых занятий. И никого не слушайте, смелее и с песнями. Последнее завершающее упражнение у нас зашагивание на тумбу, на стульчик, это может быть что угодно, лавочка, какая-то опора, на которую вы можете зашагнуть. Для этого нам нужны 2 гантельки. Первое упражнение, их будет всего 3. Вы зашагиваете на тумбу, либо на лавочку, что угодно, какое-то возвышение.
Отталкиваемся от пола, выходим наверх, колено до конца не разгибаем, возвращаемся в исходное положение. Таких 20 раз. Акцент на ягодицу. Напрягаете ее все время. Выдох через рот наверху. Таких 20 раз. Друзья, обратите внимание на опорную стопу, которую Даша поставила на тумбочку. Во время подъема наверх она делает акцент на пяточку. Гляньте, носочек вверх и пяткой выводит себя через ягодичную мышцу. То есть не заваливается на носок ноги, тем самым не перегружая коленный сустав. После этого второе у нас. Похожее на первое упражнение. Мы остаемся наверху, без касания левой ножки пола. Просто опускаемся вниз, практически коснулись. Носочком поднялись. Все время работаем в воздухе, на весу, только на опорной ножке. Вниз-вверх, подконтрольно. Тоже 20. После этого последний сет у нас 20 раз. Мы стоим просто в статике, держим ножку, держим ягодицу, дышим. В конце тренировки обязательно нужно растянуться во избежание травм, растяжений и всего подобного. Начинаем мы с выпада. Сначала на правую, потом на левую ножку. Работаем сначала только на одну, потом на другую. У нас выпад вперед. Желательно разгуться, не делать это в кроссовках. Глубокий вдох, ручки наверх. Вместе с пружинкой просаживаемся вниз, тянемся. Тут по вашему усмотрению сколько хватает, столько тянем, тянем, тянем. После этого мы опускаем заднее колено в пол. Носочек положить. Ручки с какой-либо стороны удобные вам. Разгибаем колено на себя, к животу. Животик постоянно тянем к колену. Остаемся наверху. Пружинка вниз, животом к колену. Носочек натянуть, тянем заднюю поверхность бедра. Через пружинку. Можно постоять в статике, потянуть как можно сильнее. Растянуть заднюю поверхность бедра. После этого поднимаемся снова наверх. Хватаем себя за задний носочек. Через пружинку. Тянем себя вперед, можно двумя ручками. Должна чувствоваться передняя поверхность задней ножки. Это будет либо правая, либо левая, в зависимости от того, какая у вас спереди. Можно чуть-чуть задержаться, растянуть как можно сильнее ножку, подержать, отпускаете. Садитесь на переднее бедро. Тут будет хорошо тянуть ягодицу. Можно покрутиться из стороны в сторону. И опуститься на локти. Подержать в статике, потянуть ягодицу. Хорошо растянуть мышцу. И поднимаетесь, меняете ножку на левую. Через вдох. Пружинка. Опускаете колено в пол. Разгибаете колено на себя. Пружинка вниз. Можно чуть задержаться. Дотянуть задний носочек. Подержать. Отпускаем. Садимся на переднее бедро, покрутиться. И опускаемся на локти. Режим тянем как можно сильнее ягодицу. Все время дышим. Можно сесть на попу, ножки перед собой, натянуть носочки, потянуться в складочку, зацепить себя за стопы, округлить спинку. Можно натянуть стопы от себя на себя.
И еще полежать, задержаться. Что, друзья, уверен, вам эта тренировка понравилась и подойдет, особенно девочкам, женщинам, девушкам. И да, что ты можешь посоветовать от себя по поводу, ну, например, питания? Очень часто задают девчонкам такой вопрос, тренерам. Что ты можешь сказать? Поделись, если есть чем. Ну, наверное, самое главное, что я бы могла посоветовать, побольше белка кушать, поменьше мучного, сладкого, вредного, А побольше что ты пить больше воды. любишь из белковой пищи? Твои предпочтения? Мясо, курица, яйца, творог. У Нормальный меня рацион? все стандартно, у меня нет чего-то заоблачного. Калории я не считаю уже давно. Вот, наш человек, я понял, то есть ненавижу математику, он Это не стал мое. тренером. То есть ты Побольше- придерживаешься питания, вот, то есть там, Побольше тренироваться, поменьше есть вредного, а побольше есть хорошей, чистой, полезной еды. отлично. А по режиму? Режим Побольше дня? спать. Побольше Хорошо спать. отдыхать, спать. Давать мышцам отдохнуть обязательно. Ну, все Не понятно. забивать их, растягивать, разминаться хорошо. В конце уделять время растяжке обязательно. Это прям будет классно. Совет от Дарьи вы услышали. Если вы хотите более подробно узнать о ее тренировочном процессе, о ее жизнедеятельности, просто с ней подружиться, познакомиться, ниже под видео будет ссылочка на Дашин Инстаграм, поэтому обращайтесь, пишите, звоните. В общем, если повезет, у нее осталось Попадете ко мне на действительно тренировку, да? очень мало рабочих окон свободного времени, это я вам по секрету говорю, поэтому поспешите. Одна $100 евро, и вы станете клиентом этого замечательного, но очень перспективного тренера. Это ненадолго, в смысле, свободно тренер. Поэтому, ну что, мы попрощаемся. Даш, большое спасибо, что Спасибо посетила наш канал. Вам, друзья, всем удачи, женщин, еще раз с праздником и до новых встреч.